Всем доброй ночи. Эту работу я хочу подарить практикам. Обычным людям к таким работам прикасаться не нужно. Нельзя. Есть работы, которые я дарила, работы, которые можно проводить на погосте обычным людям, но я их обезопасила, и эти работы можно делать в крайнем случае. Ну и они рассчитаны на то, что если они не получатся, просто, то есть если будет проведено неправильно, просто не получится, вреда не будет. А с практиков спрос намного жестче. У меня к вам просьба, пожалуйста, когда я даю работы для практиков, внизу не писать некоторым людям: спасибо большое, теперь я знаю, что надо делать, вы не практики, говорю вам сразу. Как я это определяю, у меня есть свои знания и понимания. И вообще практикующие люди не очень любят везде всюду суваться и говорить: да, спасибо, я знаю, я практикую, я ведьма, я вот как ведьма очень благодарна, мне же как ведьме это пригодится и так далее. Поэтому все, кто суется и несет такой бред, я выкидываю из форумов. Можете ходить туда-сюда, говорить, что я боюсь конкурентов и всякую ересь. А на самом деле я говорила и повторяюсь. На моем канале, на моей территории есть только одна ведьма. Это я. В мире есть практики, естественно. Я же не одна единственная. Они разные по силе, по знанию, по уму, по воспитанию и так далее. Но здесь моя территория, здесь практик только я. И совершенно речь не идет о том, что кто-то может там кого-то увести, кому-то якобы помочь. Абсолютно не об этом речь. Просто, когда начинают писать всякую ерунду, когда дают какие-то советы, а я могу не всегда видеть там, у меня несколько тысяч работ только на этом канале. Естественно, под роликами я не всегда увижу сообщения, особенно когда друг другу отвечают. И получится неразбериха. Человек пойдет, сделает какой-то нелепый совет, последует этому совету. У него получится нечто наоборот или хуже. А потом этот человек напишет, что это я вот вычитала или нашла на ведьминой избе. И потом иди докажи, что я здесь вообще понятия не имею, кто какой совет тебе дал. Что это не моя работа, и я вообще о таком не говорила. Хотите блеснуть умом? Я иногда встречаю под своими предсказаниями: ой, мне это приходило, я тоже знаю, мне такое что-то там было, я видела такие образы. В черный список. Не потому, что я ревную или обижаюсь, или мне злит это все. Потому что человек, который может предсказывать, например, которому дано видеть, который говорит: вот я тоже, как там ослик я тоже вот могу, я тоже умею. Знаете, есть такая древняя мудрость. Знание и талант – это как уголек, который ты не сможешь под рубашкой держать. Он тебя обжигает, ты его выкинешь в любом случае. Не может быть талант, знание, дарование человека, который он до сих пор не показал. А уже на готовый труд прийти, сесть, сказать: да, мне тоже, я тоже вот такое видела, и я тоже знаю, и мне тоже дано. Это может каждый. Можете, дано, знаете, видели, какие-то были видения, пожалуйста, снимите, откройте свой канал, пишите свои книги, снимите, говорите, делитесь с людьми. Но снимите не после того, как я уже предсказала, повторяя мои слова немножко в другом ракурсе, а до этого. И вы можете иметь полное право сказать: вот я предсказала, вот месяц до
событий это произошло, вот мое предсказание, вот мой ролик, откройте, посмотрите, я там говорю, и так и случилось. Да, тогда, пожалуйста, снимем шляпу и скажем, молодец, вот еще один человек, который может четко, ясно предсказывать. Хорошо? Потому что когда вы говорите, когда вы задницу рвете свою на британский флаг с криками о том, что она не признает никого, только она ведьма, больше никого нету по ее мнению и так далее. Задумайтесь над тем, почему я вас не признаю. Потому что по плодам их и узнаете их. Свои плоды я этому миру уже отдала. Я отдаю до сих пор. Я 20 лет в этой сфере. Из них уже сколько? 12 или 13 лет почти. Вот где-то так. А может и раньше. Нет, намного раньше. Моему сыну, я сейчас скажу, моему сыну было 4 года, где-то так, когда я уже в Одноклассниках выкладывала свои работы. И теперь, когда я свои работы возвращаю, когда я свои работы снимаю, старые работы, некоторые говорят, вот это было на сайтах, так это мои работы. Мои работы, взятые, переделанные до неузнаваемости, а некоторые прям так, как было. Сейчас моему сыну уже скоро 19-й год идет, да? Вот просчитайте, сколько лет я только веду свои работы. Когда я приехала в Москву, меня уже знали многие. Вот когда вы говорите, что я такая, никого не признаю, кроме себя, я вот, а почему, а мы тоже ведьмы, я задаю вопрос, ведьмы, там, новоиспеченные или староиспеченные, не знаю, или уже одной ногой на том свете, решившие резко стать ведьмами. Где ваш продукт? Где ваш плод работы? Где ваши работы? Мы их не видим, правда? А если мы их не видим, то мы имеем полное право усомниться в этом. Я вот пойду и скажу. Я пишу картины лучше Айвазовского. Последует вопрос, где они, эти картины? Покажите, чтобы мы увидели и сказали, да, ты права, так и есть. Нет, я их не покажу, они у меня где-то лежат в подвале. Но вы должны мне верить, обязаны. Я действительно очень великая художница, и вообще вы такие-сякие, прям кроме себя никого не признаете, а я художник, понимаете? Или я врач, я лечу людей, просто я для себя это делаю и никому не показываю. А он там, не знаю, какой-то знаменитый хирург, он вообще фигня передо мной. Я лучше него знаю, и я больше него сделала. Где? Словами можно говорить что угодно. У нас был один мужик, который напивался и рассказывал нам всем, что президент сам у него когда-то машину мыл в его гараже. Ну и что? Шизофрения, белая горячка. Надо верить. Понимаете? Вы не имеете права называть себя ведьмами до того, пока вы не докажете миру, что вы такой являетесь. И даже когда вы какой-нибудь канал откроете и будете о магии разговаривать, рассказывать, это тоже вас ведьмой не делает. Можно быть эрудированным человеком, можно быть начитанным человеком, можно очень хорошо читать чужие тексты и красивые клипы снимать, показывая якобы, вот я это знаю, я вот этим занимаюсь. Результат, если его нет, если нет живых свидетелей твоей работы, ты не ведьма. Точка. Поэтому все, кто вот такой фигней страдает и приходит ко мне за справкой, за дипломом, не знаю, за подтверждением своих знаний и все прочее, будете посланы куда подальше. Кто есть ведьмы, кто есть практикующие, я их знаю. Есть такие люди. Они работают в разных странах со своей аудиторией. Но даже в этом случае я не могу никогда никого рекомендовать, потому что я могу отвечать только за свои работы. Я кого-нибудь порекомендую, а вдруг этот человек с этой работой не справится, а вдруг не захочет. Понимаете? А вдруг возьмет эту плату, заболеет, не сможет сделать. И что? Я буду отвечать, потому что я была посредником. Это как, знаете, вот стать посредником, когда кто-то хочет взять взаймы деньги у кого-то, и ты говоришь, я вот обещаю за него, я ручаюсь, он отдаст. Проходит время, он с этими деньгами убежал. И тот человек стучится в твои двери и говорит, а вот теперь отдай, потому что я ради тебя этому человеку дал денег. Ты же утверждала, что он отдаст, а он не отдал. Поэтому даже в этом случае я не посмею никогда кого-то рекомендовать и не собираюсь. Я могу отвечать только за свои работы. За чужие нет. Итак, погостная земля.
она не только является мертвой землей, она еще является землей сильной. На погосте не только умирает человек, или можно на смерть человеку сделать. На погосте можно убить и болезнь, и хворь, и душевные страдания. На погосте можно вызвать и деньги. Но желательно, чтобы... Нежелательно, а обязательно, чтобы это делал только практик. Если для другого человека такой ритуал делать, можно делать. Однако лучше погост оставить на последнюю очередь. Еще на погосте могут работать только практики, у которых уже есть большой опыт работы с мертвым миром. И даже среди практиков не каждому можно лезть в кладбищенскую магию. Это очень опасно. И это чревато. Это чревато болезнью, смертью, чем угодно. Что-то неправильно там сделать, можно получить на свою голову очень много страшного. Многие колдуны древности основную часть своих работ связывали с погостом. И очень, очень успешно практиковали, потому что мир мертвых, если подружатся с человеком силой, есть, например, те, которые боятся мертвого мира, невзирая на то, что они много лет находятся в ремесле, в любом случае они опасаются. Не до конца эти люди могут раскрыться и не до конца могут довериться мертвому миру. И это нормально, это нужно уважать. Если человек ощущает, что он еще не так силен, чтобы лезть туда, в эти дебри, значит, он разумный человек, а не самоуверенный дурак, который считает, что ему нипочем, и вот что хочу, то и ворочу, значит, он человек разумный. Но если с миром мертвых практик подружится, если мир мертвых начнет ему помогать, то это будет один из сильнейших практиков. Во-первых, мир мертвых может очень многое дать человеку силы, информации, знаний, с помощью идей, эмоций, внушения, видений, снов и так далее. Потом, какие практики лучше всего связаны с миром мертвых? Практики, которые получили вот эту вот печать определенную, знаете, вот клеймо в хорошем смысле слова. Потерявшие руку, ногу, прошедшие через такие операции, из-за которых было удалено просто внутренние многие органы. И особенно связанные с глазами. Слепые, полуслепые, одноглазые. Это не просто так, это не случайно. Это обычному человеку кажется со стороны, что это просто травма. Ну, бывает. На самом деле все, что связано со зрением, и чаще всего у ведьм со зрением всегда проблема, чтобы она не видела больше, чем надо в этом мире, и больше жила в своем мире. Вот в этом полутьме, чтобы она жила. И половина человека, когда мертво, половина человека некротика, то есть она связана с миром мертвых. И через эту часть, отсутствующую, мертвую, она привязана к миру мертвых, значит, она часть этого мира. Таких практиков одолеть практически невозможно. Навести им что-либо невозможно, навредить по-другому невозможно. И история знает такие примеры слепых ясновидцев, слепых провидцев, слепых старцев, слепых целителей. Мы отличаемся от мертвых зрением. Мы видим зрением физическим, а не внутренним. И, по сути, этот человек становится частью мира мертвых. И вот
у него такая же практически сила, как у мертвых, появляется. Сила внушить, сила видеть, сила читать мысли. Интуиция очень сильна. И все его тело становится неким одним органом зрения. Он чувствует всем, он чувствует кожей, он чувствует события, которые произойдут. У него очень сильная связь и очень открытое ясновидение. И много чего еще. И вот такие практики, если они сами часть мира мертвых и работают с миром мертвых, не боятся. Потому что если ты боишься в магии чего-либо, тебе лучше не углубляться. Страх станет твоим палачом и тебя уничтожит. Страх нужно преодолеть внутри себя. Вот такие практики, они очень сильные. И таким практикам можно работать, можно призывать деньги на погостье, можно призывать силу на погостье, можно призывать помощь на погостье, можно призывать рать мертвых на погостье, в гиблых местах работать. Им дается все. Все, что связано с миром мертвых. Все, что связано с некромагией. Итак, это тоже относится к некромагии. Берете черную свечу, стандартный откуп, не буду говорить для практиков. Мне очень смешно, когда человек мне пишет: я купила книгу для практиков, там написано стандартный откуп. Вот скажите, пожалуйста, зачем, вот как мне сделать? Если вы купили книгу для практиков, это не означает, что я теперь вам по гроб жизни обязана, должна кланяться и служить. Там написано русским языком: для практиков. Ты практик? Ну да, я практик. Тогда ты знаешь, что такое стандартный откуп. Не спрашивай. Ну а вот вы в книге не написали. И не обязаны писать. Знаете почему? Потому что написано, еще раз говорю, для практиков. А практик такие вещи должен знать. Это самые азы, это начало работы с погостом. Куда ты лезешь? Как в том фильме. Куда ты лезешь? Куда ты лезешь? Называя себя практиком, лезешь в некромагию, не зная, что такое стандартный откуп. Не буду говорить и сейчас. Стандартный откуп, стандартное приветствие погостника, хозяйки и хозяина кладбища. Оставляйте это на перекрестке, становитесь на перекрестке. После 6 вечера, хотя бы, летом можно чуть позже даже, должно быть уже, солнце должно садиться. В это время духи особенно активны. Держа свечу в руке, зажигайте свечу, поворачивайтесь на все 4 стороны света, по одному разу читайте, глядя на могилы. Начитывайте, смотрите на количество могил. После того, как вы начитали, если вам не просто воткнуть в землю свечу, если это будет, предположим, зимой, да и летом там твердая земля иногда бывает, ну, возьмите подсвечник маленький и оставите, естественно, там. Вот смотрите, сколько раз было, когда люди забывали в лесу костер погасить, или спичку кинули, или от чего-то еще вспыхнул пожар, и целые массивы лесные горели. А сколько людей на кладбище ставят свечи, зажигают и в жаркое время года. Вы много знаете случаев, когда из-за свечей кладбище сгорело или могила сгорела? Задумайтесь, почему так. Потому что там следят за этим. Там другая энергия. Итак, черная восковая свеча. Зажгли перед тем, как откупились на перекрестке. Желательно провести на том перекрестке, где уже старые могилы. Там обычно чаще всего погостный дух обитает. Поворачивайтесь на все 4 стороны света, читая по одному разу, глядя на могилы. Если вам хочется за короткое время заработать большие деньги, ну, чтобы много пришло в вашу семью, в ваш дом. Бывает иногда, что из-за усталости, выжатости
как-то все тормозится. Все зависит от нашей энергии. Наша энергия исчерпывается, и блага исчерпываются, которые идут в нашу жизнь. Это нормально. Нам нужен отдых некоторое время, потом дальше. Вообще бедных ведьм не бывает. Если она бедная, она не ведьма. Она может быть бедной в начале своего пути, но не как в то время, когда она стала зрелым мастером. Даже если она сельская ведьма, ей не нужны там туфли на каблуках и бриллиантовые кольца, может быть, допускаю. Но у нее добротная изба, у нее гуси, куры, утки, у нее всегда есть люди, которые приносят и продукты, и свечи, и сахар, все, что ей нужно. И она не нуждается в этом. Она зажиточный человек в селе своем. Итак, заговор следующий. Ой. Сколько покойников здесь нашли свой покой. Сколько слез пролито по ним. Сколько еще будет пролито. Сколько цветов носили на могилы. Сколько свечей горело здесь. Сколько еще будет гореть. Сколько денег. Столько денег в мой карман. Столько золота и серебро в мои закрома. Заклинаю мертвякам в могилах лежать, орлам по небу летать, живым землю топтать, от судьбы дары получать. Заклинаю мертвякам в земле спать, а мне по земле ходить, в славе и в почете, да в богатстве жить. Да будет так. Ключ, замок, язык. Свершилось. Извиняюсь, кошка меня отвлекает. Ходит тут. Сколько покойников здесь нашли свой покой. Сколько слез пролито по ним. Сколько еще будет пролито. Сколько цветов носили на могилы. Сколько свечей горело здесь. Сколько еще будет гореть. Столько денег в мой карман. Столько золота и серебро в мои закрома. Заклинаю мертвякам в могилах лежать, орлам по небу летать, живым землю топтать, от судьбы дары получать. Заклинаю мертвякам в земле спать, а мне по земле ходить, в славе и почете, да в богатстве жить. Да будет так. Ключ, замок, язык. Свершилось. Сколько покойников здесь нашли свой покой. Сколько слез пролито по ним. Сколько еще будет пролито. Сколько цветов носили на могилы. Сколько свечей горело здесь. Сколько еще будет гореть. Столько денег в мой карман. Столько золота и серебра в мои закрома. Заклинаю мертвякам в могилах лежать, орлам по небу летать, живым землю топтать, от судьбы дары получать. Заклинаю мертвякам в земле спать, а мне по земле ходить, в славе и почете, да в богатстве жить. Да будет так. Ключ, замок, язык. Свершилось. Кстати, напишу попозже, что это для практиков. Сразу не напишу. Я хочу, чтобы люди смотрели предисловие. Это нужно знать о том, что я сказала. А потом уже переименую. А дочерним каналам, пожалуйста, сразу же написать для практиков. Сколько покойников здесь нашли свой покой. Сколько слез пролито по ним. Сколько еще будет пролито. Сколько цветов носили на могилы. Сколько свечей горело здесь. Сколько еще будет гореть. Столько денег в мой карман. Столько золота и серебра в мои закрома. Заклинаю мертвякам в могилах лежать, орлам по небу летать, живым землю топтать, от судьбы дары получать. Заклинаю мертвякам в земле спать, а мне по земле ходить, в славе и почете, да в богатстве жить. Да будет так. Ключ, замок, язык. Свершилось. Все. Проведите, и будет прорыв. Но не злоупотребляйте этими работами на погосте, потому что их хватает на очень долго. Можете провести несколько раз в году и достаточно. Чрезмерно тревожить мертвый мир не стоит. Хотя, если вы часто работаете там, это другой вопрос.
Даже я, имея такую практику, когда иду на погост, я стараюсь быстро уйти. Очень сильную, срочную работу, неважно, быстро выполнить и уйти, чтобы не тревожить. Это не наш мир, это их мир. И там нужно быть предельно уважительно, предельно осмотрительно, предельно осторожно, соблюдать все эти писанные и неписанные законы, потому как последствия могут быть очень нехорошими, если там переступить грань. Всем удачи!